Всем привет! Вы на канале MiniOS. Сегодня мы поговорим про параметры загрузки. Также они известны как параметры ядра. Давайте откроем нашу систему, файловую систему. Находится накопитель у нас в run initramfs memory data miniosboot. Сюда в папку run initramfs memory data монтируется флешка при загрузке системы. Ну, не обязательно флешка, если вы установили на жесткий диск, соответственно, ваш жесткий диск будет примонтирован именно сюда. Так, вот файл конфигурации. Вот вы можете видеть то, что с помощью различных параметров ядра достигаются разные эффекты и, соответственно, они вынесены в меню. Аналогичные настройки прописаны в файле конфигурации grab. Давайте посмотрим весь список. Есть два списка. Один для текущей версии и другой для разрабатываемой версии. Мы будем говорить сегодня о разрабатываемой версии, так как параметров ядра там больше, они интереснее, и после выхода новой версии системы выполненные настройки не потеряют актуальность, то, что будет сегодня показано в видео. Вот это то, что доступно в текущей версии, на GitHub, то, что будет доступно в следующей. Так, давайте начнем. Мы сегодня будем проводить опыты на виртуальной машине. Здесь у нас тестовый образ стандарт. Примонтированы два диска. Загрузка у нас будет идти с CD-ROM. Здесь сразу же, вот смотрите. Первый параметр — это from. Он указывает, откуда грузить систему. По умолчанию загрузчик, точнее не загрузчик, а скрипт, который располагается внутри NetRD и выполняемый при загрузке системы, он ищет систему в папке MiniOS. То есть вот это значение по умолчанию. Остальные параметры — это, соответственно, дополнительные. Другие варианты, как можно загрузить систему. Мы сейчас воспользуемся одним из них. У меня там на дисках стоит MiniOS, но я не хочу, чтобы скрипт загрузки его нашел. Я принудительно указываю, что грузиться мы будем с CD-ROM, соответственно, с виртуального CD-ROM. Итак, система загрузилась. Мы можем убедиться, что она запущена именно из ISO, который у нас лежит.
Ну, видите, grep sd ничего не дал. grep sr, вот он пишет, что run initramfs memory data находится на dev sr0. Файловая система ISO 9660. И мы сейчас затрем наши два диска, чтобы подготовить их для опытов. Ну, очень быстро затерли. Нам надо только чуть-чуть было затереть. Затерли немного больше. И второй диск также. Тоже слишком много затерли. Ну, он теперь сбрасывает кэш. Синхронизирует диски, поэтому вот у нас подвисло. То есть он на самом деле такой объем информации не записал, но после того, как мы нажали Ctrl-C, он начал сбрасывать кэш на диск, и вот все это время он его сбрасывал. Итак, мы диски затерли, вот они у нас пропали. Давайте на один из них установим. Давайте иначе сделаем. Для опытов мы установим сюда. Ну да, логично. Мы не обновили базу. Списки пакетов. Так. Ставим gparted, чтобы вам визуально было понятно, что происходит. Итак, на первый диск мы поставим с файловой системы x4. Давайте еще EFI поставим. Установим систему. Пока она ставится, мы запустим gparted и отформатируем второй диск. Это можно было сделать в консоли, но мы так делать не будем. Рановато я запустил gparted, потому что во время установки он, скорее всего, ну да, он ждет, пока установится система. Он не может прочитать диск. Все, мы закончили. Хотя давайте по-быстрому создадим. Создаем новый раздел. Первичный. Первый раздел. Здесь по умолчанию вставляем, записываем файловую систему. Все, создали. Запускаем gparted. Смотрим. Итак, у нас dev SDA x4, SDA 2, FAT16, 100 мегабайт. Это для EFI. Давайте мы флажок поставим. ESP. Вообще это не необходимо. Система и так загрузится. То есть вот после использования Minios Installer система будет грузиться из EFI. Второй диск у нас пустой. Мы его отформатируем в FAT32. И
Так, видите, у нас нельзя с FAT32 поставить метку. Давайте попробуем NTFS. И ставим метку, допустим, тест-диск. Вот так. Все, мы отформатировали, поставили метку на этот диск. То есть мы знаем, что у него метка тест-диск. Итак, давайте продолжим. Ну, вот так. Широковато получился экранчик. Итак, перезагружаем в виртуалку. И давайте поэкспериментируем. Как загружаться с CD-ROM я вам показал. Dev SR0. Указывать папку не обязательно. Ее надо указывать. Если вы ее переименовали, тогда нужно указать после названия устройства, нужно указать на этом устройстве папку, в которой находится система. Сразу учтите, что это будет работать только если у вас свой загрузчик, потому что по умолчанию SysLinux рассчитан на то, что файлы загрузки, а именно папка miniosboot, находится именно в папке minios. При смене расположения этой папки загрузка работать не будет. То есть это прописано непосредственно в загрузчике SysLinux. Если вы будете использовать с другими загрузчиками, например, пропишите в свой grep, либо в grep for DOS, там вы можете изменить имя, либо куда-то переложить папку minios и указать, откуда ее грузить. В данном случае вам больше понадобится вот этот вариант, который позволит указать, с какого диска по метке. Это мы сейчас смотреть не будем, мы посмотрим вот этот параметр, который позволяет вручную выбрать, так, пока грузится. Здесь мы выбираем диск, вот вы видите. Смотреть, искать папку minios и выбор дисков. Это то же самое, но мы указываем внутри диска, где у нас находится папка с системой. Наверное, логично было бы здесь написать minios, как в других примерах, но что есть, то есть. Так, вот мы выбрали. Ну, давайте загрузимся, куда мы установили систему. Вот он пишет, что загрузился с Dev SDA 1, создан сеанс 1. Вот. Мы не будем идти по порядку, мы в следующем рассмотрим параметры PerchDir. Также вы можете обратить внимание, что загрузить мы можем не только из папки, но и из ISO. То есть, если у вас лежит на флешке ISO, допустим, вы используете винтой, но по какой-то причине у вас где-то стоит еще, например, вы грузите одну версию minios с одной флешки, а с другой вы хотите прочитать другую версию из ISO. Вот, вы можете указать, в какой папке искать, либо вы можете использовать по устройствам, то есть пометки диска по
название устройства, либо запросить имя диска. Вот. И также через HTTP вы можете подгрузить. А данный функционал — это базовый, он доступен на всех системах, которые базируются на LiveKit Init. Так как у MiniOS сильно модифицированный, то некоторые вещи могут отличаться. В частности, в Slack доступен и такой вариант, и вот такой в разрабатываемой версии Slack, то есть он пока недоступен. То есть в той версии, которую люди качают, таких возможностей нет. Вот эти два параметра, они доступны только для MiniOS, то есть указание по метке и указание папки после запроса диска. Дальше мы рассмотрим хранение изменений. Итак, у нас система загрузилась, мы можем посмотреть, как это выглядит. Так, run initramfs, memory data, MiniOS, changes. Здесь хранятся у нас изменения. В этом файлике записывается информация о номере сессии. Соответственно, там сейчас единичка в этом файле. И здесь в нативном режиме, так как мы использовали X4, хранятся изменения. То есть здесь именно хранится разница от того, что у нас в модулях системы, и с тем, что здесь сейчас. Если бы мы грузились с NTFS, у нас здесь, соответственно, были бы файлы хранения изменений с файловой системой dinfile.fs. Давайте перезагрузим. Итак, те, кто знают английский язык, сразу поймут. Это продолжение начатой сессии. Это начало новой сессии. Соответственно, вот они идут в меню. Запрос сессии при старте системы. Вот данный функционал, он доступен только в разрабатываемой версии. При необходимости, если вы хотите попробовать новую версию MiniOS до ее релиза, вы можете обратиться в наш чат Telegram, и мы вам пришлем образ, посмотреть, что это такое, попользоваться до официального релиза. Далее указание также по имени диска, где у нас хранятся изменения, пометки диска и запрос диска. Ну и также можно кастомную папку, где хранятся изменения. В будущей версии Slack будут вот эти параметры. Вот эти. Ну, в MiniOS у нас плюсом еще несколько, чтобы более гибко настраивать сохранение. Итак, мы сейчас воспользуемся AskDisk и выберем хранение изменений не на том диске, с которого мы грузимся. Оп, так, что там? Что-то сломалось. Мне кажется, мы как-то очень неудачно отформатировали диск.
Грузить систему мы не будем. У нас есть такая возможность ускоренно. Режим дебаг, мы о нем поговорим чуть позже. Я думаю, достаточно. Так. Здесь уже нам приходится все нажимать ручками. Ага. А создать мы здесь ничего не можем. Да, перезагрузить не можем, но мы можем дальше прогрузить систему. Все-таки сейчас нормально отформатировать. Ладно, нам так сойдет для демонстрации. Значит, я вам пример с меткой показывать не буду. Но у вас проблем не должно возникнуть. Вот, как видите, на DevSDB он нашел место для сохранения и там их сохранил. Если мы посмотрим вывод команды mount, вот, мы видим, что данные у нас находятся на SDA, сохранение находится на SDB. Может быть, различные причины, по которым вам необходимо будет разделить сохранение от самой системы. Это, кстати, будет работать также и при загрузке в оперативную память. То есть вы можете загрузиться в оперативную память и при этом куда-то сохранить изменения. Ну, мы вот эту данную тему еще продумаем. Как сделать? Возможно, реализуем сетевое хранение. Ну, я надеюсь, вы дадите знать, какой вариант вам лучше подойдет. Накидайте идей, а мы их потом реализуем. Итак, это то, что касается PerchDir. Далее, вот эти опции мы чуть попозже рассмотрим. Perch Size. Это касается, вот давайте так попробуем. Стартуем новую сессию, но мы ее не просто так стартуем, а укажем параметр dinFileFS. Данный параметр указывает на то, что скрипт загрузки должен проигнорировать то, что у нас там нативная файловая система на SDA стоит, и принудительно создать файлы хранения изменений так, как это делается на FAT32 или NTFS.
это может быть полезно для того, чтобы бэкапить информацию, которая у вас находится на носителе, чтобы более удобно и быстро. То есть там не каша файлов, как в нативной линуксовой файловой системе, а вот в виде нескольких файлов образах. Но знаете то, что это работает медленнее. То есть если вас скорость не пугает, можете пользоваться таким способом и на FAT32. Итак, мы задаем размер 2 гигабайта, и сейчас увидите, что произойдет. Создание второй сессии. И сейчас у нас, вот смотрите, вот нам доступно 2 гигабайта. Мы себя ограничили. Ну, здесь тоже, соответственно, видите, свободное место всего 2 гигабайта. То есть вот так это работает. Вот, кстати, давайте посмотрим, как различаются сохранения между нативной файловой системой и вот нативная файловая система, папочки линуксовые, и вот образа с файловой системой виртуальной DIN-FileFS. Итак, с сохранениями будем считать, что закончили. Сами попробуйте все варианты, если вам интересно. А мы продолжим. Итак, будем использовать чистый режим. Параметр load позволяет нам указать, какие модули будут использоваться при загрузке. В новой версии добавился вот такой формат. Ну, к слову, в старой версии в принципе недоступен load. А такой параметр там есть, он выполняет абсолютно другой функционал и, ну, можно сказать, он бесполезен. В новой версии мини-оси, которая готовится к выходу, будет доступны вот такие возможности. Примеры здесь показаны. Давайте посмотрим на ISO-шки. Или давайте не на ISO-шке, а на реальной файловой системе. Так как у нас тоже здесь система запущена с флешки, мы можем здесь тоже посмотреть. Давайте списочек сделаем. И вот вы видите пронумерованные модули с именами. Соответственно, здесь используется регулярная экспрессия. То есть вам достаточно указать часть имени для того, чтобы указать, что она должна загрузиться. Например, мы пишем вот так: 00, 01, 02, 03. И грузим. Также вы могли указать здесь имена модулей. Вот у нас загрузился Blackbox, в котором доступен только терминал и консольные программы. Как видите, со старта съедает 202 мегабайт. Это из-за того, что используется модульная файловая система. Каждый из слоев AOFS съедает примерно 14 мегабайт оперативной памяти. Далее. Мы можем указать вот так. То есть указать диапазон. То есть вы можете указать по части имени, по диапазону, а можете вы вообще указать, вот, например, вы указали 0001, запятая 64.
И смотрите, какой эффект будет. Как видите, загрузились все модули, потому что каждый из них имеет в названии цифру 64, так как он 64-битный. Ну а мы давайте продолжим с указанием диапазона. Соответственно, если вы хотите пользоваться наименованиями по диапазону, у вас не должно быть никаких модулей, в названии которых, помимо вот этих вот цифр двух разрядов, есть еще где-то такие же цифры. Иначе у вас будет грузиться не то, что вы хотите. Итак, как видите, загрузилось у нас десктоп XFCE, но практически пустой, то есть здесь ничего нет, потому что мы сказали загрузить только базовый модуль XFCE, без приложений, без браузера. Это что касается load. Но load точно такая же команда с противоположным действием. То есть вы указываете, что не загружать. Данный параметр относится только к флаксу. Он позволяет отключить звук, который звучит при загрузке системы. Ну, здесь все просто. Это стандартный параметр, который вы можете видеть в меню. Вот он, Турам. Текст. Это текстовый режим. То есть давайте вот так сделаем. То есть система у вас загрузится в консольном режиме. Дебаг я вам уже немного показывал. Это режим отладки. То есть здесь вы можете контролировать процесс загрузки, смотреть, что происходит. Вот, соответственно, вот то, что я вам рассказывал про Purchase Size. Вот он. Мы ничего не указывали. Дефолтно он 16 гигабайт. И собирается продолжить сессию 2. Кстати, из-за того, что мы не указали размер, он сейчас раздует файловую систему до 16 гигабайт. Давайте посмотрим. Как помните, у нас было 2. Ну да, он раздул нам файловую систему до 16 гигов. Поэтому, если вы хотите, чтобы файловая система у вас не увеличивалась, то есть если вы задали, например, размер 32 гигабайта, вот как в примере, у вас ничего меняться не будет. Он увеличивает только в большую сторону, если у вас маленький размер этой файловой системы. Он ее только расширяет. Поэтому, если вам нужна маленькая файловая система, например, 4 гигабайта, вам необходимо жестко прописать в файлах конфигурации это. Далее. У нас используется файл подкачки в оперативной памяти сжатая, то есть 512 мегабайт.
у нас сжато и помещено в оперативную память. Занимают в оперативной памяти они там, естественно, меньше, все зависит от типа сжатия. Вот, и с помощью опции NoSRAM вы можете отключить этот своп в оперативной памяти, если оперативной памяти у вас достаточно. Если ее мало, лучше оставить. Будет работать чуть медленней, но зато можно будет хоть что-то запустить. Далее это указание размера файла подкачки в оперативной памяти в мегабайтах. Тип сжатия стандартно LZO RLE. Также вы можете поменять его, например, на LZ4, который быстрее, но жмет не так мощно. Далее параметры специфичные именно для самой системы. То есть они управляют самой системой, а не только вот такими вот специфическими параметрами, специфическими вещами, важными для загрузки. Вот обратите внимание, что здесь указана у нас подсказочка. Данная подсказка, она динамическая, и она зависит от того, что мы укажем. Вот смотрите. Сейчас мы выключим все. Все. У нас дебаг продолжался. Продолжаем предыдущую сессию и вот такое имя пользователя ставим. И заодно меняем ему пароль. И заодно давайте хостнейм поменяем. Ну, не буду даже заморачиваться. Пароль рута менять не будем, просто потому что я потом замучаюсь входить в систему, если что-то случится. Так. Ну, давайте. Хочу отметить еще один момент. В будущих версиях у нас по умолчанию демон SSH будет отключен. В текущей версии он включен. То есть, если вам надо, включайте через параметры ядра или через файл конфигурации. Все это синхронизируется между собой. То есть, видите, я это все набрал в параметрах ядра и запускаю. Смотрим. У нас изменилось имя пользователя, имя хоста. Переключаемся на первую консоль. У нас изменилась подсказочка. Ну вот опять же имя хоста изменилось. И мы помимо этого можем еще некоторые параметры поменять. В частности, отключить автовход в систему опции автологин, установив ее в положение false. И с помощью параметра hide credentials мы можем вот эту часть скрыть. То есть если вы хотите задать сразу параметры и, например, загрузить оперативную память в систему, точнее, систему в оперативную память и хотите, чтобы там были только вам известные данные, то есть имя
пользователя, пароль root, там, я не знаю, хостнейм, по которому вы потом найдете систему в сети. Вот. Вы также можете вот отключить автологин, скрыть данные, с помощью которых можно будет войти в систему, и вот загрузить в оперативку, она уже в оперативной памяти у вас будет преднастроенная. Вот такой вот фокус. Это что касается всяких вот модификаций, которые касаются пользователей и безопасности, управления службами. Ну вот сейчас посмотрим. Ну вот, как видите, все сохранилось. Это благодаря тому, что... Давайте перейдем на флешку и откроем меню Conf. Как видите, все, что мы ввели в параметрах ядра, оно синхронизировалось и находится в файле конфигурации на флешке. Вот у этих параметров у них наивысший приоритет. То есть независимо от того, что у вас прописано в файле в конфигурации, если вы что-то задали через параметры ядра, у этих данных будет приоритет выше, и они перезапишут то, что находится в файле конфигурации. Ну, давайте последнее посмотрим. Это скрипты. И для этого давайте создадим сразу. У нас файловая система x4 нас туда не пустит. Поэтому мы от рута запустим tunar. Перейдем в эту папочку и создадим пустой файл. Назовем его по-простому mc sh. И давайте, знаете, что пропишем в него. Он у нас, естественно, будет запускать mc. Но до того, как он его запустит, он затрет нам диск, который нам не нужен. Вот так. Ну, пусть он туда нам гигабайт запишет. И после этого запустит MC. Midnight Commander, файловый менеджер. Дополнительно у нас скрипты по умолчанию отключены в тестовой версии. В тестовой версии они отключены. А в той версии, которую вы можете скачать сейчас, они включены. Просто ими немногие пользуются, поэтому по умолчанию мы решили их выключить. Вот, и давайте посмотрим, как это выглядит. Перезагружаем. Вот смотрите, система у нас перешла на рабочий стол. Мы возвращаемся на вторую консоль. И смотрим. Вот, как видите, запустился скрипт. Он записал на диск SDB, где у нас были сохранения. Он туда записал
гигабайт нулей. А затем запустил МЦ. Почему запускается не на самом экране, а на второй консоли? Это все вина Systemd. Потому что он распараллеливает сервисы загружаемые, поэтому вот сделать так, чтобы... в принципе, можно сделать так, чтобы остановилась загрузка. И давайте вот так сделаем. Загрузим в текстовом режиме. То есть, если вы хотите, чтобы ваш скрипт отображался непосредственно на экране при запуске, вам надо, чтобы система грузилась в текстовом режиме. Systemd, к сожалению, иначе не реализовать. А дальше вы можете вот так сделать и загрузить рабочий стол. Вот такой вариант, если будет удобнее. В текущей версии параметров ядра немного меньше, вы можете их изучить. Но большинство самых полезных здесь описаны, здесь доступны. Некоторые параметры ядра я намеренно не стал отмечать отдельно. Такие вот, например, как Default Target. Это вот вам лучше почитать по ссылочке, для чего это, зачем это. Вот здесь то же самое. Такая же ссылочка. В комментариях пишите, о чем вы хотели бы послушать в следующий раз. А на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик. Всем пока!